мире, где герои часто носят плащи, иногда они предстают в образе добросердечного подростка. Мгновенное решение Амайи спасти свою пожилую соседку из бушующего пожара не только спасло чью-то жизнь, но и положило начало ряду событий, которые изменили ее собственную. Дни Амайи были наполнены ответственностью. Она просыпалась до рассвета, помогала своим младшим братьям и сестрам собраться в школу, а затем спешила на автобус. После занятий она работала волонтером в местном продовольственном магазине или занималась с соседскими детьми. По ночам она корпела над учебниками, мечтая стать врачом. Но мечты стоили денег, а в сплоченном сообществе Амайи ресурсов было мало. Потрескавшиеся тротуары и облупившаяся краска были обычным зрелищем. И все же улицы были полны жизни и смеха. Доброта Амайи сияла ярко, как маяк надежды в том месте, где надежда иногда казалась роскошью. Амайя и не подозревала, что ее обычный мир вот-вот перевернется с ног на голову. Ее ожидало испытание на смелость, которое бросит вызов всему, что она знала, и откроет двери, которые она и представить себе не могла. Когда наступила ночь, в открытое окно Амайи донесся мускусный запах гари. То, что она увидела дальше, заставило ее принять мгновенное решение, которое могло стоить ей всего. Взгляд Амайи метнулся от учебника к окну, она нахмурила брови, пытаясь распознать незнакомый запах — дым. Ее сердце замерло, когда она всмотрелась в темноту. Вдалеке мерцали оранжевые языки пламени, освещая ночное небо жутким сиянием. Он доносился из дома мистера Джонсона. Время, казалось, замедлилось, пока Амайя обдумывала открывшуюся перед ней сцену. Мистеру Джонсону, тихому пожилому человеку, который жил один, грозила опасность. Дрожащими пальцами она нащупала телефон и набрала 911. Спокойный голос оператора не принес особого утешения, когда Амайя рассказала о ситуации. «Помощь уже в пути», — заверил ее оператор. Но взгляд Амайи был прикован к растущему аду. Минуты казались часами. Огонь быстро распространялся, поглощая старое деревянное строение с ужасающей скоростью. Спазм страха скрутил ее желудок. Что, если мистер Джонсон все еще внутри? Мысли Амайи лихорадочно метались. Она подумала о своей матери, работающей в ночную смену, о младших братьях и сестрах, мирно спящих в соседней комнате, о своих мечтах стать врачом, о заявках на получение стипендии, ожидающих своего часа. Но потом она вспомнила добрую улыбку мистера Джонсона, когда она помогала ему с покупками, то, как он всегда спрашивал о ее учебе, поощряя ее стремиться к звездам. В этот момент Амайя поняла, что должна сделать. Не раздумывая, она выскочила за дверь. Прохладный ночной воздух ударил ей в лицо, когда она побежала по улице. Сердце бешено колотилось в груди. Соседи начали выходить из своих домов, растерянные и испуганные. Но Амайя не остановилась, чтобы объяснить. Когда она приблизилась к дому мистера Джонсона, жара усилилась. Пот выступил у нее на лбу, смешиваясь со страхом и решимостью, отразившимися на ее лице. Треск пламени становился громче, заглушая отдаленный вой приближающихся сирен. Амайя в нерешительности остановилась на крыльце, ее рука застыла на дверной ручке. Это был ее последний шанс вернуться назад, дождаться профессионалов. Но слабый внутренний крик заставил ее принять решение за себя. Мистеру Джонсону срочно нужна была помощь. Сделав глубокий вдох, Амайя толкнула дверь. Ее окутала стена густого черного дыма, от которого защипало глаза и обожгло легкие. Она опустилась на колени и поползла по полу, где воздух был чище. Знакомая планировка дома теперь превратилась в лабиринт опасностей и неразберихи. «Мистер Джонсон», — позвала Амайя. Ее голос был едва слышен из-за рева огня. Страх. Она напряглась, ожидая услышать ответ. Страх сжимал ее сердце с каждой секундой. Когда она медленно пробиралась через гостиную, позади нее обвалилась часть потолка.
До нее дошла реальность ситуации. Это не была сцена из героического фильма. Это была настоящая опасность. Но Амайя продолжала двигаться вперед, движимая силой, которая была сильнее ее страха. Наконец она услышала слабый кашель, доносившийся из кухни. Там, забившись в угол, сидел мистер Джонсон. Старик выглядел растерянным. Его лицо было перепачкано сажей. Амайю охватило облегчение, которое быстро сменилось тревогой. Им нужно было уходить. И побыстрее. «Мистер Джонсон, это Амайя», — сказала она, схватив его за руку. «Нам пора идти». Старик слабо кивнул и тяжело оперся на Амайю, когда она помогла ему подняться на ноги. Вместе они, спотыкаясь, направились к выходу, и с каждым шагом жар становился все сильнее. Обратный путь по горящему дому показался им вечностью. Легкие Амайи отчаянно нуждались в чистом воздухе, а глаза слезились от дыма. Но она не отпустила мистера Джонсона, даже когда ее собственные силы начали иссякать. Как раз в тот момент, когда казалось, что у них ничего не получится, в лицо Амайе ударил порыв свежего воздуха. Они ворвались через парадную дверь и рухнули на газон, когда мимо них промчались пожарные. Амайя сделала несколько глубоких вдохов, ее тело сотрясалось от усталости и облегчения. Когда парамедики окружили их, Амайя поймала взгляд мистера Джонсона. Благодарность в его взгляде говорила о многом. В этот момент она поняла, что сделала правильный выбор. Какие бы последствия ни ждали ее впереди, она спасла жизнь, и это стоило всего. Мистеру Джонсону оказывали помощь в машине скорой помощи неподалеку. Несмотря на кислородную маску, закрывавшую его лицо, Амайя увидела облегчение в его глазах. Она сделала это. Она спасла его. До нее начала доходить реальность ее поступков, и волна эмоций захлестнула ее. Когда хаос вокруг нее начал рассеиваться, мысли Амайи обратились к ее семье. Ее мать скоро должна была вернуться домой, а братья и сестры все еще спали, не подозревая о событиях ночи. Как бы она объяснила, что произошло? Гордилась бы ее мать ее храбростью или рассердилась бы на нее за то, что она пошла на такой риск? К Амайе подошел полицейский с блокнотом в руке. «Вы можете рассказать мне, что здесь произошло сегодня вечером?» — мягко спросил он. Амайя глубоко вздохнула и начала рассказывать о событиях, которые привели к ее дерзкому спасению. Говоря это, она заметила, что вокруг нее собралась толпа, внимательно слушающая ее рассказ. Среди зевак Амайя заметила свою соседку, миссис Томпсон. Глаза пожилой женщины расширились от недоверия и восхищения. «Ты герой, Амайя!» — воскликнула миссис Томпсон срывающимся от волнения голосом. Остальные в толпе закивали в знак согласия, бормоча слова похвалы и удивления. Амайя почувствовала, как румянец заливает ее щеки. Она не привыкла к такому вниманию. «Я просто сделала то, что сделал бы любой на моем месте», — тихо сказала она, глядя на свои покрытые сажей руки. Но в глубине души она знала, что это неправда. Не каждый рискнул бы своей жизнью, чтобы спасти другого. Ближе к вечеру прибыла мать Амайи, получившая уведомление от властей. Она бросилась к дочери и заключила ее в крепкие объятия. Слезы текли по ее лицу, когда она то ругала Амайю за ее безрассудство, то благодарила Бога за ее безопасность. С наступлением рассвета до Амайи начала доходить серьезность содеянного. Она и не подозревала, что ее храбрый поступок положит начало цепи событий, которые навсегда изменят ход ее жизни. Когда первые лучи солнца показались из-за горизонта, окрестности ожили. В воздухе все еще витал неприятный запах дыма, напоминая о событиях прошлой ночи. Амайя сидела на крыльце своего дома, завернувшись в одеяло, и не сводила глаз с обугленных останков мистера Дом Джонсона дальше по улице. Пожарные сновали туда-сюда, проверяя, не осталось ли тлеющих угольков. Соседи собрались небольшими группами и приглушенными голосами рассказывали о драматическом спасении. Амайя чувствовала на себе их взгляды, в которых читались благоговение и беспокойство.
Миссис Томпсон, пожилая женщина из соседнего дома, подошла к Амайе с дымящейся кружкой чая. «Вот, дорогая», — сказала она, вкладывая теплую чашку в руки Амайи. «У тебя была замечательная ночь». Амайя с благодарностью приняла чай. Тепло проникло в ее все еще дрожащие пальцы. «Спасибо вам, миссис Томпсон», — пробормотала она хриплым от дыма голосом. «То, что вы сделали, было невероятно храбрым поступком», — продолжала миссис Томпсон, и ее глаза сияли от восхищения. «Вы настоящий герой, Амайя». Амайя неловко поежилась при слове «герой». Она не думала о храбрости или героизме, когда вбежала в тот горящий дом. Все, что она знала, это то, что мистеру Джонсону нужна помощь, и она была здесь, чтобы оказать ее. «Я просто сделала то, что сделала бы на моем месте любая», тихо ответила Амайя, глядя на свои перепачканные сажей руки. Миссис Томпсон нежно похлопала ее по плечу. «Не каждый бы так рисковал своей жизнью, дорогая. Вы должны гордиться собой». К концу утра все больше соседей заходили, чтобы выразить свое восхищение и благодарность. Амайя отвечала на их вопросы и принимала похвалы со спокойным смирением, что, казалось, только больше расположило к ней общество. Мать Амайи, которая разговаривала с начальником пожарной охраны, наконец-то вернулась к дочери. Ее глаза покраснели от волнения и гордости. «Шеф говорит, что с мистером Джонсоном все будет в порядке», сказала она, присаживаясь рядом с Амайей. «Его пока держат в больнице под наблюдением, но скоро должны выписать». Амайю охватило облегчение. Во всей этой суматохе у нее не было возможности проверить состояние мистера Джонсона. «Это хорошо», — сказала она, и легкая улыбка тронула ее губы. Мать обняла ее за плечи. «Он спрашивал о тебе. Хотел убедиться, что с тобой все в порядке». Амайя кивнула, тронутая заботой мистера Джонсона. Она всегда знала его как доброго, хотя и несколько сдержанного соседа. Но в тоне ее матери было что-то, что намекало на нечто большее. «Есть кое-что еще», — продолжила ее мать, понизив голос. Шеф упомянул, что мистер Джонсон выглядел как-то по-другому, как будто пытался сказать им что-то важное, но не мог подобрать нужных слов. Амайя нахмурила брови. «В чем разница?» Ее мать покачала головой. «Я не уверена, но у меня такое чувство, что мистер Джонсон — это нечто большее, чем мы думаем». По мере того, как день шел своим чередом, волнение в округе начало утихать. Амайя удалилась в свою комнату, измученная физически и эмоционально. Она погрузилась в глубокий сон без сновидений, не подозревая о переменах, которые вот-вот должны были произойти в ее жизни. Несколько дней спустя, ранним утром, стук в дверь нарушил спокойный распорядок дня в доме Амайи. Ответила ее мать, и на ее лице отразилось удивление, когда она увидела мистера Джонсона, стоящего на пороге их дома. Старик выглядел на удивление хорошо для человека, который выбрался из горящего здания. Еще большее удивление вызвали двое полицейских, стоявших по бокам от него. Сердце Амайи бешено заколотилось, когда она подошла к двери. Что-то пошло не так? У нее были неприятности из-за того, что она вошла в горящий дом? Голос матери, напряженный от беспокойства, прервал ее мысли. «Мистер Джонсон! Друг мистера Джонсона! Пожалуйста, проходите!» сказала она, отступая в сторону, чтобы пропустить его и еще одного джентльмена. Компания расположилась в скромной гостиной. В воздухе повисла атмосфера предвкушения. Глаза мистера Джонсона нашли Амайю, и на его лице появилась теплая улыбка. «Вот и она», — сказал он голосом, полным неподдельной нежности. «Мой ангел-хранитель». Амайя почувствовала, как ее щеки вспыхнули от похвалы. Она взглянула на свою мать, которая выглядела одновременно гордой и слегка встревоженной. Они разговорились, и семья с облегчением вздохнула, услышав, что с ним все в порядке. Когда мистер Джонсон встал и, казалось, собрался уходить, он наклонился вперед, и в его глазах появился таинственный огонек. «Амайя», — начал он, — «есть кое-что, что ты должна знать обо мне». В комнате воцарилась тишина. В воздухе повисло напряжение. «Я не просто старик-пенсионер, которого ты знала все эти годы», —
продолжил мистер Джонсон. «На самом деле, раньше я управлял очень успешным глобальным бизнесом и продал компанию за сумму, значительно превышающую восьмизначную. Я старался не привлекать к себе внимания и решил уйти на пенсию здесь, в городе моего детства, и я становлюсь слишком старым», продолжал мистер Джонсон. Его голос становился все более оживленным. «Амайя, твой храбрый поступок не просто спас мне жизнь. Это напомнило мне о важности отдачи, о том, как важно развивать потенциал там, где мы его видим». Он сделал паузу, пристально глядя на Амайю. «Я хочу помочь тебе осуществить твои мечты. Я готов учредить трастовый фонд или полную стипендию для твоего обучения в любом университете, который ты выберешь». Слова повисли в воздухе, настолько огромные, что их невозможно было понять. Амайя почувствовала, как земля уходит у нее из-под ног. Ее мать ахнула, и на глаза у нее навернулись слезы. «Мистер Джонсон, это уже слишком», пробормотала Амайя. Ее мысли путались. «Я не могу с этим смириться». Взгляд старика смягчился. «Амайя, вы рисковали своей жизнью, не задумываясь. Вы заслуживаете этой возможности. Пожалуйста, позволь мне сделать это для тебя. Я знаю, как усердно ты работаешь. Я вижу в тебе себя». Амайя разрывалась на части. Это предложение превосходило все, о чем она когда-либо мечтала. Это могло бы изменить ее жизнь, открыть двери, в которые, как она думала, она никогда не сможет войти. Но какая-то часть ее колебалась, цепляясь за независимость и самостоятельность, которые так долго отличали ее. Голос матери, полный эмоций, прорвался сквозь ее внутреннюю борьбу. «Амайя, детка, это счастье. Не позволяй гордости мешать твоему будущему». Амайя посмотрела на мистера Джонсона и увидела искренность в его глазах, неподдельное желание помочь. Она подумала о своих мечтах, о том, чтобы стать врачом, о том, чтобы приносить пользу своему обществу. Дрожащими руками она кивнула. «Спасибо, мистер Джонсон», — сказала она, ее голос был едва громче шепота. «Я не знаю, что сказать». На лице мистера Джонсона отразились облегчение и радость. «Тебе не нужно ничего говорить, моя дорогая. Твои действия были красноречивее любых слов». По мере того, как Амайя начинала осознавать реальность ситуации, в ее голове возникали вопросы. Как это изменит ее жизнь? Какие двери откроются? И как она будет ориентироваться в этом новом мире, оставаясь верной себе и своему сообществу? Адвокат, который хранил молчание на протяжении всего разговора, наконец заговорил. «Я здесь, чтобы помочь с юридическими аспектами подарка мистера Джонсона», — пояснил он. «Мы хотим убедиться, что все делается правильно и прозрачно». Амайя кивнула, благодарная за их присутствие. Это сделало сюрреалистическую ситуацию более приземленной, более реальной. Когда группа начала обсуждать практические аспекты предложения мистера Джонсона, Амайя обнаружила, что смотрит в окно на свой район. Улицы, которые она знала всю свою жизнь, внезапно показались ей другими, полными возможностей. Она подумала о своих одноклассниках, соседях, обо всех людях, с трудом сводящих концы с концами. Как она могла использовать эту возможность, чтобы не только улучшить свою собственную жизнь, но и поднять настроение своего сообщества? Решение Амайи принять предложение мистера Джонсона ознаменовало начало пути, который она и представить себе не могла. Но по мере того, как открывались новые двери, знакомые начали закрываться. Будет ли успех достигнут ценой потери связи с ее корнями? Дни, последовавшие за визитом мистера Джонсона, были наполнены бурной деятельностью. Амайя обдумывала возможные варианты, пока они с матерью встречались с юристами, финансовыми консультантами для создания трастового фонда. Обсуждаемые цифры были ошеломляющими, намного превосходящими все, о чем Амайя когда-либо мечтала. Осознав реальность своего нового положения, Амайя почувствовала смесь волнения и дурных предчувствий. Она не могла не задаться вопросом, как эта внезапная перемена повлияет на ее отношения с друзьями и соседями. Будут ли они относиться к ней теперь по-другому? Полная решимости оставаться на плаву, Амайя с удвоенной энергией принялась за учебу.
Она записалась на курсы повышения квалификации и искала дополнительных репетиторов для подготовки к вступительным экзаменам в колледж. Ее учителя заметили перемену. Они хвалили ее за целеустремленность и рекомендовали ей добиваться высоких результатов при поступлении в колледж. Дома семья Амайи приспособилась к новым обстоятельствам. Ее мать смогла сократить свой рабочий день, проводя больше времени с младшими братьями и сестрами Амайи. Постоянный стресс, связанный с необходимостью сводить концы с концами, начал ослабевать, сменившись осторожным оптимизмом в отношении будущего. Мистер Джонсон стал частым гостем, предлагая рекомендации и поддержку, пока Амайя осваивалась в новом мире. Он поделился историями о своем собственном пути от скромных начинаний к успеху, подчеркнув важность упорного труда и честности. Амайя внимательно слушала, впитывая каждую крупицу его мудрости. Когда-то тихий район теперь гудел надеждой, вдохновленный действиями Амайи. Прошли месяцы с той роковой ночи, когда Амайя спасла мистера Джонсона из пожара. Мистер Джонсон, вдохновленный упорным трудом Амайи и понимая, что он, возможно, мог бы сделать больше для своей общины, решил использовать часть своего состояния и построить общественный центр на месте своего прежнего дома. Это был бы центр, который дети из малообеспеченных семей могли бы посещать, чтобы учиться, играть и развивать свое будущее. Общественный центр, некогда обветшалое здание, находившееся на грани обрушения, теперь стал маяком прогресса. Свежевыкрашенные стены и сверкающие окна свидетельствовали о силе коллективных усилий и общем видении. Внутри центра царила оживленная жизнь. В одной из комнат Амайя руководила учебной группой, и ее голос был чистым и уверенным, когда она объясняла сложные математические концепции своим сверстникам. Ушла нерешительная девушка, которая когда-то избегала внимания. На ее месте стояла молодая женщина, которая вызывала уважение не силой, а знанием и состраданием. «Помните», — сказала Амайя, обводя взглядом взволнованные лица перед собой, «эти формулы всего лишь инструменты. Реальная сила заключается в том, как мы применяем их для решения реальных проблем». Когда сессия закончилась, Амайя заметил, что мистер Джонсон наблюдает за ней из дверного проема. Его глаза засверкали от гордости, когда он увидел, как застенчивая девушка, которую он знал, превращается в уверенного в себе молодого лидера. «Ты прошла долгий путь, Амайя», — заметил мистер Джонсон, когда они шли по оживленным коридорам. «Как ты себя чувствуешь?» Амайя помолчала, обдумывая ответ. «Иногда это подавляет», — призналась она, — «но в хорошем смысле. Я чувствую, что наконец-то могу что-то изменить к лучшему». Однажды, когда Амайя прогуливалась по своему району, она заметила молодую девушку, которая помогала пожилой женщине с покупками. Эта сцена перенесла ее в ее собственное детство, напомнив о маленьких проявлениях доброты, которые когда-то определяли ее жизнь. В этот момент Амайя поняла, что ее путешествие завершилось. Она стала той переменой, которую хотела видеть в мире, вдохновляя других следовать по ее стопам. Успех не изменил Амайю. Он лишь усилил лучшие черты той, кем она всегда была. Пока Амайя шла дальше, в голове у нее роились новые идеи. Впереди было еще так много работы, так много жизней, к которым нужно было прикоснуться, но она больше не чувствовала себя подавленной предстоящими испытаниями. Вместо этого она почувствовала целеустремленность. Стоя в общественном саду, который был разбит на месте сгоревшего дома мистера Джонсона, Амайя размышляла о своем путешествии. То, что она бросилась в горящее здание, запустило цепочку событий, которые изменили не только ее жизнь, но и жизнь всего района, где она жила. Она поняла, что героизм заключается не в грандиозных жестах, а в небольших проявлениях доброты и мужества, совершаемых каждый день. Речь шла о том, чтобы смотреть в лицо страхом, заступаться за других и верить в силу сообщества. История Амайи вдохновила других на активные действия, доказав, что один человек действительно может изменить ситуацию к лучшему. Осматривая цветущий сад и оживленный общественный центр, она увидела живое доказательство того,
что храбрость и сострадание могут вызвать волну позитивных перемен. В тот момент Амайя поняла, что истинный успех измеряется не личной выгодой, а тем, что затрагивает жизни людей и возвышает общество на этом пути.